На протяжении 13 лет певец Рома Жуков и его жена Елена производили впечатление счастливой семейной пары. Они воспитывали 6 детей и пережили трагическую смерть дочери, погибшей из-за удара качелей. Роман Жуков добился наказания за смерть дочери. Сейчас Рома Жуков большую часть времени проводит в Сочи, занимает гостиничные апартаменты класса люкс и доволен, что живет и чистоте и порядке. Единственное, что его огорчает – разлука с детьми. Он раскрыл подробности совместной жизни с Еленой. Как оказалось, отношения их далеки от идеальных. Она перестала ночевать дома. Приходила в 10 часов утра, в 11, пьяная. Ладно, раз в неделю, но каждый день пошло в течение года-полутора лет. Систематически наплевательское отношение на дом, на семью, на мужа, заявил артист. Более того, Роме доносили, что Елена изменяет ему, присылали переписки в качестве доказательств. Однако сама женщина считает это выдумкой. Она говорит о том, что все время проводит или на работе, или с детьми, а на измены ей даже не хватило бы времени. Ко всей ситуации с супругом старается относиться без лишних нервов. День-два в подушку поплакала, потом успокоилась, сказала: «Я сильная женщина, дети, мы сильные, идем вперед», — сказала Елена. Супруга Жукова призналась, что ей надоело на протяжении 13 лет бороться с пристрастием мужа к алкоголю. Она старалась всячески помочь ему избавиться от вредной привычки. Рома обвинял ее в том, что приходила домой только утром. По словам Жензины, она оставалась у друзей, если пропускала пару бокалов вина. Елена жалуется, ей приходится много работать, чтобы обеспечивать 6 детей. По ее словам, мужчина присылает копейки. Правда, сам Жуков показал отчет о денежных переводах на карту супруги в программе «Ты не поверишь». По мнению женщины, Рома надеялся, что она не сможет зарабатывать, а потому будет подчиняться ему во всем. Сейчас у супругов есть 100-метровая квартира, за которую они выплачивают ипотеку. Если они начнут бракоразводный процесс, то им придется разделить имущество, 3-этажный таунхаус в Подмосковье и другую недвижимость. Рома готов отдать 2 квартиры, однако у Елены иные планы. Она надеется, что найдет мужчину, который примет ее с 6 детьми и сможет обеспечить достойную жизнь. Тогда она откажется от своей доли недвижимости, чтобы у мужчины не было повода ее в чем-то упрекнуть. Правда, сейчас они не торопятся подавать документы на развод. Как оказалось, Елена выиграла грин-карту на всю семью. Это позволит ей беспрепятственно жить и работать в США. Сам Жуков признается, что не мечтал о большой семье.
Елена сама была инициатором того, чтобы стать многодетной мамой. А мужчина ей в этом не отказывал. Более того, роды в разных странах мира женщина оплачивала из собственных средств. Ей хотелось этого. Я сказал: ну ладно, раз хочется детей, вспоминал Жуков.